Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре танк легкий, китайский, наверное, плохой, вот, 6 уровня, 5916, ЛТшка, проходная прокачиваемая ветка, вот, такой прикольный танчик, на самом деле прикольный, не знаю как кому, а по мне нравится, не знаю, нравится. Обычно мы идем смотреть бронирование, но сейчас мы это делать не будем, потому что ее можно броню посмотреть здесь. Корпус у нас спереди 30, башни 45, по бортам у нас 20 и 30 миллиметров. Соответственно, у вас фугасами рвут, не то что обычными снарядами по броне, нечего даже глядеть. По модулям стартуете на пушке 5 уровня с альфой 85, пробитие 112, основным 189 голдой, да, голда здесь хорошее пробитие, поэтому в принципе рваться свободным опытом, там спешить что-то сразу, набирать свободного опыта, изучать не стоит. На этой пушке вполне можно играть, тем более что это ЛТшка, ее основная задача все-таки светить, а не настреливать, но можно и настреливать на самом-то деле. Эта пушечка у нас уже имеет альфу 115, 138 пробития основным снарядом, голдой 180, чуть-чуть меньше, чем предыдущая предтоповая пушка, 3,8 секунды время заряжания, время сведения комфортное 2 секунды, разброс, правда, не очень, 0,4 ДПМ 1816. По поводу башен. Обзор здесь больше на 10 метров, а скорость поворота такая же, да, по сути, все то же самое. И броня у нас такая же. Ну, поскольку мы ЛТ передавать данные союзникам нужно, стремимся поставить топовую рацию 10 уровня с дальностью 750 метров против 525 на стоке. Вот, топовый двигатель нужен, чтобы нам быстро ездить. 450 лошадей, здесь у нас 400, ну где-то процентов 10 к подвижности вам это даст. Вот, максимальная скорость поворота здесь 54, здесь у нас 52 плюс 2 градуса в секунду. Не так уж много, но все равно лучше выкачать. Вот, повысим. У нас тут вот есть даже. Вот. Так, смотрим. К мощности двигателя. К максимальной скорости вперед. Мобильность у нас 64, 29 мощность двигателя. В принципе, он достаточно, максималка у него и так хорошая 64, чтобы вот он ее быстрее набирал, я, наверное, рекомендовал бы выкачать, и даже вот сам выкачаю настройку клапанов. Это во втором блоке. В четвертом блоке от времени заряжания, от размера круга сведения. Время заряжания нам более важно, потому что мы очень часто будем в лобовую сталкиваться с теми же самыми ЛТшками, надо как-то их перестреливать, поэтому точность это не про этот танк, лучшее время заряжания. В пятом блоке все круто, к максимальной скорости назад. Рекомендую дополнительную противоосколочную защиту, потому что по вам будут часто пытаться стрелять фугасами, вам это надо, поэтому качайте именно так. Вот. По оборудованию стандартный дефолтный комплект, в основной слот дающий дополнительный буст. На обзор мы ставим просветленку, ставим малошумку и турбину. Ничего другого на этот танк не рекомендую ставить. Именно такой комплект. По снарядам. Основной снаряд ББХ 700 летит, не очень быстро. Голда подкол и тоже скорость полета удручающая 875 метров в секунду. Никакие там не косарили около этого. Ну ничего, можно и с такими снарядами играть. Снаряжение стандартный комплект, ремка, аптечка, огнетушитель ставьте, да, автоматически желательно. Но я, как всегда, не переобучал экипаж, снял его с ВЗ-132А. Вот, не хочу тратить даже для обзора, так сказать, голду. Поэтому буду катать с непереобученным экипажем. Но я себе за серебро позволил поставить допаек. Вот, и соответственно, что мы имеем? Больной экипаж, 4 члена экипажа, качайте, как показано в табличке, которую вы сейчас перед собой видите. По огневой мощи у нас минус 5, и это прискорбно.
пушка не гнется от слова совсем. То есть, по сути, 59-16 это натуральный совок, доработанный, переработанный китайцами. Вот, и УВНов у нас у пушечки нет. По ХП 670, ну как для ЛТХи это нормально. Про мобильность 62 вперед, 25 назад. Удельная мощность 30 лошадей с небольшим. Едет как быстро. По незаметности почти 40% неподвижной машины и 40% движения. По обзору 391 метр. Естественно, есть штраф. Так было бы 420. Жалко, что есть штраф, но будем воевать как есть. По плюсам и минусам танка. Танчик реально маленький, это плюс. Подвижность это тоже плюс. Незаметность это плюс. По пушке все бы хорошо, но немного медленные снаряды и отсутствие УВН. А вот отсутствие УВН говорит, что это прям, можно сказать, абсолютный минус для этой пушки. Это действительно так. Ну и такой условный минус отсутствие брони, но это ЛТХ, рассчитывать на броню здесь не приходится. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотрим, как 59-16 играет со времен рендами. Погнали! Так, попали на утес, попали в одноуровневый бой к шестеркам. У нас обзор боем ЛТ китайская, 59-16, 6 уровень, проходная прокачиваемая ветка. Сейчас будем тестировать. Бой, сразу скажу, нехороший, хоть и одноуровневый, потому что очень много ЛТ, и сейчас на маяке просто битва за маяк будет. Прям, ну реальная битва за маяк. Придется попотеть. Хотя, может быть, лучше... А давайте потикаем нашим, и может быть... Ну чё, я придумал прекрасный план. Ты погляди, уродец, а. Придурок. Сашка! Я не растерялся, я же охранник! Как? Затандарили одному! Я Армену в носяру херак! Заработал 2000 рублей! ПВПшечку вытащили. Сюда идите, Вася! Понятно вам или нет? Праздник, все гурме, присоединяйся! Праздник все гурме. 813 настреляли. Правильно сделали, что поехали сюда. Оп. Я вдруг почувствовал внезапный приступ усталости. Вот, от того. Быстро! Перерыв закончился! Стоямба, я вас всех порешаю сейчас! Слушай, тебе отдохнуть пару дней надо. Базаром она фильтруй! Очень просто. Бедные. Короче, раскусил эту тему. Чё, Поджогом. Карлина, не можешь встать, да? Отлично. Сегодня у нас праздник, Вася! Отлично. Полтораху настреляли, господа. Все, на центре у них танков нет. На чайниках переверь! Вышел во двор и херакс! Да Ну ё-моё. ёлки-палки!
Все, давайте, 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 идите Т-34 у уже. них средний танк. Видели, где играет? По-русски мама учись. Да, Юрий Говорите, Кварталов. мама. Отлично. Здравствуйте, коллеги. Бородач. Приветствую тебя, брат, категорически. На чайника пришел. 3 рожка зарядил. Тра-та-та! Ты гля. Всё. Где вот они все попрятались? М? Где попрятались все? И не видно в кустиках все. Ух ты, как интересно. Шпили-выли. Я тебя сейчас бошку прострелю. Вот тут поломали. Ответили об землю. На! Бьет так, человек на 5 метров отлетает. Старались везде. Молодой, горячий. Крути динамо, понял? До свидания. Получилось! 2500 суммы есть, можно и поесть. Сейчас отсветимся, поедем искать наших хелкатов. Вот так, а пусть от ниже плинтусы. Так, карты-то нет уже, да? На чайника. Привет.
Я пописал. Все нормально. Выход всегда есть. Вы кто Блин. такие по жизни? Надо было дальше Это проезжать. суровая российская реальность. Они ведь затащить могут. Да пофиг. Я максимально что смог здесь в этом бою сделал. Пускай наши теперь напрягаются. Ага. Как там собрался заезжать? Давай, давай. Вот и все. Вот и проигрыш. И что с ними? Как их выковырить? Да. 2600 урона, господа. Почти на 3 кобой. Да. Встали в кустике, сидят. Не выковыришь. Встал Т-52, ну тоже, блин. Езжай, свети хоть как-то. Вообще, артовод стоит в углу, оттуда неудобно стрелять. Пипец вообще. Ну все, жесть. Да. О, увидел, поехал, надо же. Блин, что за игроки? Вот им подсказываешь, стоит до упора, стреляет. Как ты оттуда можешь куда-либо закинуть? Куда он поехал? Ну что у тебя в голове, друг? Ковер у него в голове. Да. Полная беда. Блин, у них хп осталось просто на ниточке у врагов. Я не растерялся, я же охранник. А они уже вышли. Шпили-выли,
делать будем? Ага. Сейчас тебе сюда и лупанут, дебил. Да. Давай. Катайся тут вокруг. Надо было толпой раньше, когда была возможность, у нас количество было. Нет, встал на горочке. Начальника! Привет! Это все бесполезно. Ничья. 59. А что это он сейчас делает? Вот так, Ангар. ниже плинтусы! Да это ничья, не до арты не успеет доехать. Не должны успеть доехать до арты. Они прекрасно знают, откуда она стреляет. Одиннадцать, 10, 9, 8. Вот забор сломался. Тут Ё-моё. пришла Иринка из продуктовой. Я не Я растерялся, не верю. я же охранник. Чудом в ничью вышли. Ладно, в целом по ЛТшке. Обычная ЛТшка с хорошей подвижностью, с нормальным орудием, с пушкой. Вот. Ничего сверхъестественного. Тут у нас обзор про нее, да. 4 вот фрага, видели все команды мы. Сколько на степ. Мы ЛТ. Есть тяжелые танки, средние, ПТ, САУ, да. А мы на ЛТ настреляли 4 фрага и столько урона. Вот и все. Да. Вот и оценивайте машину сами. То есть сколько у нас там за свет? 321. Ну, 3К почти 3К. Оборудование только это. Рекомендую, даже настаиваю ставить именно вот этот комплект. Пишите свои комментарии, если у вас такая машина в ангаре. Я ставлю твердую 4 данному танчику. Можно на нем получать удовольствие в нашей любимой игре. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, кто до сих пор это не сделал. Подписывайтесь. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.